Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Прежде чем начать основную тему, хочу немножко добавить к прошлому видео, которое снимал про внутренние постройки. Во-первых, хочу сказать, наверное, все знают эту фишку, что у нас юниты едят много еды, масло масляное едят. Вот, и все эти ресурсы, которые они съедают там за ночь или за какое-то время, которого у вас не было в игре, их можно восстановить. Единственное, что нужно сделать, это любое пополнение еды. Это можно ткнуть на ферму, это можно из сумки достать кусок еды, это можно там, короче, любой способ, который позволяет вам получить еду, он восстановит вам все, что было потрачено за время вашего отсутствия. Вот сейчас видите, там у меня 2 миллиона, вот если я сейчас ткну на ферму, то вот у меня 9 миллионов. Все, что сожрали, вот 7 миллионов там за ночь, все восстановилось. Если вы после того, как вошли в штаб, сделали какое-то действие, которое расходует еду, там построили юнита или еще что-то, то, к сожалению, все, что вы не забрали, оно действительно сгорит. Поэтому аккуратнее. Первое, что делаем всегда, это вот тыкаем ферму. Вот, и второе дополнение по постройке. Вот здесь, размещая фермерские свои строения, сделайте таким образом, чтобы они 4 ваших, не 4, 5, да, вот этих постройки, которые отвечают за разные ресурсы. Ферма, лесопилка, заправка и сталь, чтобы они все 4 там рядом стояли. Ну и вирусологию тоже. Что, когда вы зашли в штаб, двинулись в сторону, и вот здесь сразу раз, два, три, четыре, все собрали, и у вас все ресурсы внутри собрались. А вирусология всегда вам будет показывать, не превысили ли вы там свой лимит по вирусам, которые вы собираете. По каким вирусам? Что он у нас там собирает? Сыворотку. Вот. Не превысили сыворотку. Так, теперь давайте к основной теме сегодняшнего видео. Это у нас будет с вами стройка альянса. Стройка зданий, которые мы можем построить для альянса. Что у нас можно строить в альянсе? Вот заходим в территорию, смотрим, что у нас доступно для постройки. Крепость, 5 форпостов, ресурсные здания. Ресурсное здание можно построить в альянсе только одно в один момент времени. То есть вы израсходовали ферму, построили лесопилку. Израсходовали, поставили сталелитейный завод. Ну и так далее. В общем, можете ротацию назначить, как вам удобно. Хранилище лазарет – это 2 здания, обязательных, наверное, да. Хранилище, не знаю, насколько обязательно, лазарет обязательно. Если у вас кто-то погибает выше, чем лимит вашего лазарета личного, то все попадает в лазарет альянса. И звуковой капкан для ивента тоже необходим. Давайте теперь разбираться, как это все строить, как это размещать и как это размещать эффективно. Так, давайте немножечко тогда справочной информации сейчас. Так, у нас размер региона. Это карта такая 500 на 1000 километров. В центре у нас находится ТЦ, и Черная земля. Вот Черная земля у нас имеет размер 56 на 56 километров. И в центре у него находится платформа с ТЦ, там, с турелями и так далее. Это так вкратце для того, чтобы иметь представление, что, например, расстояние от края Черной земли до платформы вдвое больше, чем от края платформы до ТЦ. Вот. И, соответственно, в 3 раза вам с края Черной земли до ТЦ бежать дольше, чем, например, от края платформы. Вот. Это так. Отвлеченная такая тема. И теперь по постройкам. Вот наши все строения и как их разместить. Здесь вот серым я пометил Черную землю. Для топ-альянсов топ-альянс обычно выбирает для своего региона место рядом с Черной землей. Это как раз связано с тем, что на ТЦ вам ближе бегать до турелей и до
ТЦ, для защиты, для захвата и так далее. Вот, ну и как это все размещать? Собственно, вот у нас вот этими квадратиками я отображаю форпосты, и вот у нас квадратик самый большой — это гарнизон, который обеспечивает вам крепость. Крепость у нас зафиксирована вот к левой нижней клеточке строения самого. Оно занимает, само строение крепости, оно занимает 2 на 2 клетки. Вот, и левый нижний угол — это то, к чему привязан гарнизон. Вот, чтобы построиться рядом с черной землей, как вообще это сделать? Мы берем, отступаем одну клетку. В этом случае любой штаб можно поставить вот таким образом, и на него будет влиять форпост. Вот, ну, то есть вы будете в гарнизоне. Все усиления, которые дает вам Альянс, они будут действовать на штаб. Вот, и дальше, значит, чтобы форпост можно было построить, он должен находиться в зоне гарнизона самой крепости. Ну вот, отступили одну клетку, поставили форпост. Ну, естественно, сначала нам нужно крепость поставить, но чтобы поставить крепость, нужно понять, сколько клеток отступить. Форпост у нас дает 5 клеток вправо-влево, крепость дает 6 клеток вправо-влево. Ну и вот можно... Самый эффективный способ размещения — это вот по углам ставим форпосты, тем самым у нас закрывается самая большая территория. Ну и 5-й форпост можно поставить тоже куда-нибудь в угол, туда штрафников загонять каких-нибудь. Ну или если там все зависит от того, насколько плотно у вас здесь стоят альянсы, размещение здесь уже на ваш откуп. Если вы хотите занять ближе к черной земле, давайте сейчас угловое размещение посмотрим, то можно, например, сделать вот таким образом, либо можно вот как-нибудь вот так извратиться и занять большее место около черной земли. Немножко потеряете здесь на пересечениях, но зато плотненько встанете возле черной земли. Все будут близко. Ну, если еще сильнее обнаглеть, то можно как-нибудь здесь вылезти вот так. Вот. Дальше. Что еще у нас? Если мы на угол встаем, то, ну, давайте попробуем. Значит, нам надо за угол завернуть. Здесь у нас должно пересечение быть. Вот, если клетку тут отступить и тут отступить, вот так мы с вами встанем, то вот такое эффективное размещение на углу. Занимаем угол, занимаем все около черной земли, все плотно и много места тут. Дальше у нас есть с вами здание второстепенное. Это звуковой капкан, хранилище, лазарет. Ну, давайте, если вот центральное размещение с вами возьмем за основу, какое-нибудь такое, то как с вами будем размещать? Ну, поскольку в таком виде у нас все будут сосредоточены вокруг какого-то центра, да, то звуковой капкан имеет смысл поставить тоже в центре. До него будет всем бежать ближе всего. Если мы как-нибудь растягиваемся там по сторонам, то звуковой капкан, наверное, имеет ставить смысл где-то тоже посередине, чтобы всем было одинаково. Ну, вот те, кто по краям будут ставить, чтобы было расстояние одинаково от всех краев. Вот, ну и, соответственно, вокруг капкана у нас собираются самые топы, чтобы сильно по нему долбасить. Дальше у нас есть с вами ресурс. Ресурс тоже, наверное, имеет смысл где-то в центре размещать, что это самое часто используемое здание, чтобы до него бежать всем было одинаково. Тоже, наверное, имеет смысл поместить в центре. Ну и остается у нас два таких второстепенных здания: лазарет и хранилище. Хранилище редко используется, лазарет не используется в том смысле, что до него надо бегать или там как-то в него заходить. Вот, но смысл в чем?
если мы его потенциально можно его разместить вообще вот так вот в зоне действия последнего гарнизона. Но если у вас есть проблемы в самом регионе, то если вам поломают вот эту вот башню и форпост упадет, гарнизон тоже упадет, и все, что находится в гарнизоне, оно рухнет. Тем самым уничтожит ваше хранилище и лазарет. И если хранилище вернет всем ресурсы, то лазарет, к сожалению, не вернет войска, и они все погибнут. Вот поэтому лазарет, наверное, имеет смысл размещать внутри гарнизона крепости, так скажем, последний шанс выжить этим зданием. Вот. Ну а хранилище, да, можно куда-нибудь в самый угол дальний разместить. Вот. Дальше. Давайте теперь в игру вернемся. Были вопросы, что делать, как переместить альянс. Вот у нас уже там альянс живет, что нам, можно ли что-то с ним сделать. Так, кто у нас здесь? Сейчас, секунду. Так, я тут себе передал бразды правления, чтобы нам устроить небольшой раскардаш. В общем, сейчас будем ломать с вами альянс, ну и посмотрим, как это все работает. Вот у нас стоят здесь сейчас форпосты, у нас стоят какие-то строения. И что произойдет, если мы сломаем с вами крепость? Посмотрим сначала, нет ли раненых. Вот в лазарете у нас никого нет, поэтому мы никого здесь не погубим. Так, что у нас сейчас еще здесь? Ферма стоит. Ну, в общем, все строения стоят. Вот, ну и посмотрим, что у нас произойдет. Так. Сломаем его. Так, смотрите, утилизировать крепость Альянса. Да. Вам нужно будет построить заново. Утилизация крепости Альянса приведет к разрушению всех остальных зданий. Ну, собственно, вас предупредят, прежде чем вы нажмете подтвердить. Вот, ну, давайте подтвердим, посмотрим, как это все ломается. Бабах. Вот, видите, все у нас здесь разлетелось. Вот у кого-то были у нас... надо будет подсказать ребятам, чтобы они вернули свои пожитки в хранилище. Так, а теперь давайте строить заново. Все строения у нас сломались. Так, вот попробуем. Без крепости мы вообще что-нибудь сможем поставить? Вот, поставить без крепости ничего нельзя. Поэтому первое, что нужно поставить, это поставить крепость. Так, ставим крепость. Где она у нас стояла? Я уже не помню, но где-то здесь. Так, ну вот зеленым полем отмечается, да, граница гарнизона. Если вы не можете примериться к краю черной земли, то, например, можно поставить сначала крепость. Интересно, можно будет передвинуть? Сейчас попробуем. Так, тут ее поставить нельзя, у нас где-то тут пригорок какой-то. Так, поставили. Так, переместить мы ее можем? Не можем переместить. Ну, тогда да, придется считать клеточки. Так, смотрите, еще какая фишка. Пока мы даже его не начали строить, мы уже можем напихать с вами форпостов. Можем? Можем. Вот, ставим. При этом гарнизон уже начинает работать. Так, сейчас мы понаставим форпостов. Не, они у нас тут стояли. Так. Туда я его поставил-то. Похоже. Так. Сразу все поставим. Ресурс поставим. Мы тут едой балуемся. Так, звуковой капкан. Видите, обязательно просит нас поставить звуковой капкан.
звука капкан. Ну вот здесь по краям мы ставим еще хранилище и лазарет. Так, и лазарет. Ну, кстати, давайте вот я вам покажу. Вот видите, можем поставить лазарет сюда. И вот, например, если мы сейчас поломаем с вами форпост, видите, тоже усиление, утилизация башен приведет к разрушению всех остальных зданий Альянса в радиусе их действия. Ломаем, бах, лазарета нет у нас. Вот что произойдет, если вам сломают форпост. Так, вернем лазарет. Поставим его в уголок. Вот поэтому в зоне действия крепости лазарет у вас простоит дольше. Ну и хранилище тоже. Так, ну и что, давайте теперь нам надо их строить. Так, правильно. Так, ну и строить, у меня было уже видео, посмотрите, строим мы самыми большими юнитами. Вид юнитов не важен, главное тир. Самый большой тир у нас строит лучше всех. Вот. Вот таким образом у нас происходит стройка альянса. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем разбирать эту тему дальше. Но здесь она, по-моему, вполне себе достаточно сама в себе. Ничего тут такого сверхъестественного нету. Вот, все. Спасибо, кто смотрел. Надеюсь, было полезно. И пока-пока.